Поговорить о гражданском браке. У меня есть уже ролик о сохранении супружеских отношений. Однако отношения в гражданском браке – это несколько иное. Давайте сегодня рассмотрим, что же такое гражданский брак. Мужчина и женщина решили пожить вместе. И без всяких обязательств. Чаще всего такое предложение поступает от мужчины, когда он приглашает женщину переехать к нему. Обратите внимание, он не предлагает жениться. Он предлагает просто пожить вместе. О чем это говорит? Это говорит об имеющейся симпатии, но отсутствии пока какого-то глубокого чувства, которое бы сподвигло его на серьезный поступок. Есть ли какие-то плюсы в таком предложении? Наверняка есть. Для мужчины они очевидные. Во-первых, женщина, которая ему нравится, теперь все время рядом. А во-вторых, решается ряд бытовых вопросов, что тоже немаловажно. В виде там приготовленной еды, постиранной одежды, убранной квартиры и так далее. Чем хороша такая ситуация для женщины? Опять же, тем, что человек, который ей нравится, находится с ней рядом. И, во-вторых, у него появляется надежда, что когда-нибудь совместное проживание их станет настоящей семьей. А потребность в семье, равно как и потребность родить ребенка, заложена природой практически любой женщине. Однако проходит год, два, три, и парень или мужчина не делает никакого предложения. Более того, вот это исчезают такие знаки внимания, как цветы, приглашение там в кино, совместные куда-то прогулки, приятные сюрпризы. Зато появляется раздражение, обида, претензии. Почему так? Дело в том, что, собираясь жить вместе, люди никогда, как правило, не оговаривают условия совместного проживания, не распределяют обязанности. Считается само собой разумеющимся, что раз мужчина приглашает на свою жилплощадь, то женщина должна там заниматься бытом. И поэтому, когда она обращается с просьбой помочь ей в том или ином вопросе, ведения хозяйства, мужчина начинает это раздражать, вызывать недовольство, потому что он к этому не готов. Он не готов брать на себя никакие обязательства в этом плане. Более того, все реже затрагивается им вопрос о регистрации отношений. Звучит привычный шаблон о том, что штамп в паспорте не играет никакой роли. Однако не скажите, когда мужчина принимает решение жениться, это говорит о его внутренней готовности брать ответственность уже не только за себя, но и за ту женщину, которая ему доверилась. И принимать решение уже не только в интересах его самого, но и того человека, с кем он будет жить в браке, а в дальнейшем и за детей. Именно поэтому мужчины так вдумчиво, взвешенно, осторожно и серьезно относятся к вопросу регистрации отношений. Что касается гражданского брака, то там нет никаких обязательств. Вы решили пожить вместе. Пока вам хорошо, вы живете. Не понравилось что-то, вы можете разъехаться. Никто ничего никому не обещал. Что же делать, если вам поступает такое предложение? Взвесьте все за и против и подумайте, а нужно ли вам это? Если вы все-таки видите какой-то резон для себя, чтобы согласиться на это предложение, то не забывайте о том, что длительное пребывание в отношениях без обязательств расхолаживает партнера. Ну а что делать тем, кто уже находится в гражданских отношениях, и эти отношения их не устраивают? Не то это, о чем мечтала женщина, не то, как она себе все это представляла. Что же делать? Решиться на серьезный разговор и высказать партнеру то, что вас не устраивает, то, что не делает вас счастливой. Посмотреть его реакцию.
предложить свой вариант развития ваших отношений. И тогда вы поймете, насколько серьезно к вам относится. Если партнер вас не поддержит в том, что надо что-то менять, то, скорее всего, он не видит в вас вторую половину, с которой хотел бы прожить жизнь. И тогда думайте, а нужно ли вам это? Если эта тема вас затронула, и вы согласны с тем, что здесь прозвучало, то, пожалуйста, ставьте свои лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Я жду от вас комментариев. До свидания, до следующей встречи.